Приветствую тебя, душа, которая в поиске. Если вы нажали это видео, значит Вселенная решила, что пора узнать правду. Секреты, которые он не говорит вслух. Мысли, которые он прячет даже от самого себя. Сегодня карты Таро снимут покровы. Не просто расскажут, они покажут все. Тот, о ком вы подумали прямо сейчас думает о вас. И эти мысли будут транслироваться сквозь карты Таро. Просто слушай, что он честно-честно признает себе внутри себя относительно тебя. Приветствую всех, друзья, с вами на связи Таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня мы поговорим о вашем загаданном партнере, загаданном мужчине, женщине и посвятим ближайшие 30 минут раскладу Таро на отношения. Это общий расклад Таро. Настраивайтесь на себя, на своего мужчину, на своего партнера. И начнем. Давай посмотрим, что он думает о тебе прямо сейчас. И начнем с того, что он подумал, когда вы ему последний раз напомнили о себе. Он подумал о семье. Он подумал о семье, и здесь он подумал о женщине, которая может заботиться о его семье. Хорошо. Но если он так думает, то какие чувства к вам он не может в себе заглушить? Это чувство мужчины к женщине. У меня такое ощущение, что здесь сегодня намечается какая-то близость. Какое-то сближение родственных, что ли, душ, или душ, которые долго искали одно гнездо, один очаг, мечтали о совместном пребывании или совместном бытие. Что он бы хотел тебе сказать, но молчит? Он бы хотел тебе сказать что-то теплое, согревающее, что-то то, что могло бы обрадовать тебя и пролить свет на ваше будущее, пролить свет на знание о том, что может быть между вами дальше. И он хотел бы тебе открыть какую-то правду, которая бы согрела твое сердце. Но почему тогда он подавляет свои эмоции? Потому что пока что он не готов открыться, и он ищет те ключи, те способы понимания тобою его, или те способы понимания, или те информации, или тот набор информации, который он бы мог тебе открыть о себе, чтобы ты его приняла таким, чтобы ты могла открыться. То есть, по сути, почему он подавляет свои эмоции? Потому что он подбирает к тебе свои ключи. И хотел бы, чтобы эти эмоции позволили и тебе открыться и принять его таким, какой он есть. Хорошо, ну давай так. Какие эмоции у него всплывают ночью, когда он остается один на один с самим собой в тишине ночи или в ночной тишине? Эта карта называется «Кольцо». И к тому, что ты понимаешь сейчас об этой карте, я добавлю только то, что эти эмоции его посещают регулярно. И он возвращается к этой эмоции. Кольцо есть замкнутый круг, но тем не менее кольцо есть кольцо. И все зависит от того, что ты сейчас чувствуешь. Можешь поставить на паузу, написать в комментарии. Но тем не менее, это эмоция сближения, объединения. И она периодически, он ходит по кругу, и он приходит от начала к концу и от конца к началу. То есть он
по кругу ходит в этой эмоции. То есть это очень позитивная эмоция, направленная на сближение с тобой. Кольцо. Окей, пока что я вижу здесь, давай такое резюме сделаем. Пока что я вижу здесь мужчину, который думает о тебе как о близком человеке, достаточно как о жене или как о муже, условно говоря. Да, тут мужчина о женщине может думать, который хочет что-то сказать теплое, открыться, подбирает ключи к тебе, подбирает нужные слова, фразы, нужные состояния. Он дорожит тобой, ты для него достаточно такой человек, ну, сказать, близкий, он ценит тебя, бережет тебя, да, вот такое вот идет. И хочет сблизиться с тобой и, может быть, даже обручить или объединить с тобой свою судьбу или свое будущее дальнейшее, да, или ближайшее будущее. Хорошо. Давай теперь так немножечко посмотрим в той информации, разберемся, или в той правде, которую он себе где-то не признается себе, да, в отношении к тебе, да, или в отношении к себе. Вот правда между вами, в которой он не признается. Вот кем на самом деле он вас считает? Кем? Кто вы для него на самом деле? Луна, вы человек-загадка, и давайте так, пока что он может считать вас человеком не до конца открытым. То есть он вам не доверяет, и вы человек-загадка. Все, я больше не буду ничего добавлять в Луну, потому что Луна часто карта достаточно плохо воспринимается, да, во всех системах, но Луна — это женская карта. И давайте так скажем, если речь идет о женщине, то вы женщина-загадка, но доверия к вам полного, к сожалению, пока что у него нет. Почему так? Может быть, он не готов, может быть, вы не готовы, может быть, совместная неготовность порождает некие возмущения реальности, да, где реальность дает вам некие обстоятельства, преодолеть которые вы пока не в силах, да. Поэтому он вас считает человеком-загадкой и человеком, доверять которому он полной силой не может. Где-то он видит полную противоположность тому, что, возможно, у него когда-то было. Но в этой противоположности он должен разобраться. Почему-то такой поток идет. Ну, тогда хорошо. Вот он куда-то смотрит. И смотрит в какую-то ясность. А тут рядом душа, а здесь разум. Как он понимает или как он видит, да, ваши отношения на уровне души своей. То есть, если он чего-то не понимает, то что внутри у него? Внутри у него все равно свобода, все равно авантюра. И он понимает, ну, как бы на уровне разума, он думает, что он вас не понимает, да, с одной стороны, да, или не доверяет где-то. Но в глубине души он хочет свободы. То есть он говорит себе, что, ну, я преодолею это. Чем, как говорится, черт не шутит. Это авантюра и свобода движения. То есть он в глубине души все равно хочет двигаться вперед к вам, с вами. Хотя есть много но, много недосказанностей, много темных или светлых пятен, да. И этот человек склонен к авантюре и склонен в глубине души все равно доверять и двигаться на ослеп, да, то есть на помыцки, ну, вслепую, да. Что он чувствует в вашем присутствии, но скрывает это за словами? Но он чувствует, что все равно, несмотря ни на что, вы друзья хорошие, да, даже если вам он где-то не доверяет. Он чувствует, что нужно как-то углублять это доверие, развивать это доверие, да. Но он чувствует, что вы верны друг другу, поэтому это недоверие, оно не вызвано какой-то неверностью, да, или не вызвано ревностью, оно просто вызвано непониманием, потому что его, возможно, Вселенная, мир, ваш мир, они разные. И, скорее всего, вы из разных миров каких-то, да, вот поэтому вы друг друга немножко как бы и не понимаете.
Хорошо, есть ключ какая-то, тайна, да, за дверью. Вот какие тайные образы связаны у него с вами? Это тайный образ судьбы, где-то в глубине души есть кольцо, есть двери, есть верность, есть свет. Этот, шестиугольник, да, он о чем-то хорошем, и он видит в вашем образе образ судьбы, образ будущего. О чем он сам себе боится признаться, когда думает о вас? Он боится себя видеть гораздо сильнее, чем есть на самом деле. Боится, может быть, пока что еще взять ответственность полную за ситуацию. Но он где-то побаивается даже признаться себе, что он что ли достоин вас. Где-то самооценка этого мужчины по отношению к вам, может быть, если не занижена, я скажу не о заниженности, а о... Это благородство. Он где-то, может быть, сомневается в том, что благородно ли он поступает. Где-то есть угрызение совести, но они касаются его самого по отношению к вам. То есть он боится признаться, что, может быть, он где-то с чем-то не справляется или делает что-то не так, как бы это могло быть с точки зрения абсолюта. То есть насколько бы это было по отношению к вам честно, благородно, справедливо, открыто, возможно, и, может быть, где-то по-мужски. Что вы чувствуете после блока о правде, которую он несет внутри себя, и можете поставить на паузу, проанализировать и написать свои ощущения. В этом есть проработка вашей реальности и притягивание образа, и в этом образе формирование материальных составляющих вашего партнера в будущем. Давай посмотрим, какие сомнения разрушают его изнутри. Вот что ему мешает быть с вами рядом? Он принял какое-то решение, которое подытожило что-то. Какое-то решение, может быть, оно всплывет в раскладе, может быть, нет, посмотрим. То есть у него есть некие выводы, которые разграничивают вас. Выводы о вас. Возможно, это выводы перманентные и на здесь и сейчас, и они не влияют на дальнее будущее, а может быть, они и влияют. То есть, насколько они фундаментальны, эти выводы, мы пока не знаем. Давай посмотрим в этих сомнениях, что еще всплывет. Вот есть ли кто-то или что-то, что вмешивается и стоит между вами или разъединяет вас? Смотри, здесь либо может подсказать, это то, что мешает, разъединяет вас, либо его интуиция, либо ваша интуиция. Смотри, это либо интуиция, либо женщина, которая гадает вам или ему на вас. Тут уже смотрите, это общий расклад. Может быть, женщина, которая имеет доступ к картам и влияет на миры и мнения, и чувства, мысли, как вас, так и вашего партнера. Боится ли он будущего с вами? Это собака бесстрашная или боязливая, да? Знаете, ни да, ни нет. Он стоит где-то перед выбором, хотя и сделал какое-то решение, принял решение, и оно его остановило пока что. Но он на распутье, он колеблется. То есть я бы сказал, это не страх, это пока что трудность выбрать при каких-то обстоятельствах, да, в каких-то обстоятельствах. Поэтому, я не вижу здесь страха, я вижу здесь нерешительность. Если учесть, что люди, которые боятся выбирать, есть люди, которые боятся выбирать,
то тогда бы это был бы страхом выбора. Но я не вижу здесь мужчину, который бы боялся выбирать. Где-то больше здесь не страх, а здесь угрызение совести, что ли. Или внутренние какие-то моменты, да, но это не страх больше. Это не страх. То есть он будущего не боится, но пока не может сделать выбор. Возможно, ему не хватает информации о вас, и поэтому он где-то и подгадывает, да. А эта гадалка может действительно влиять на его мнение на здесь и сейчас. Поэтому, ну, вот так складывается. Какую правду вот о вас он когда-то узнал, ну, может быть, от гадалки, может, от подруги вашей, там, какой-то у родственницы. И она его зацепила, вот, да, или остановила его, или поставила его перед выбором. Видите, как мы эти 3 карты читаем в потоке, интересно. Правду о проблемах. Возможно, это ваши проблемы, но как минимум это правда проблемная и создала ему проблему. То есть та правда, которая пошла от вот этой женщины, условно говоря, или от этого третьего лица, она поставила действительно его перед выбором, и она его остановила на этом перекрестке. Гора. То есть он явно у вас не альпинист, вот, и явно не пойдет. Ну, знаете, есть люди прагматичные такие, выбирают путь наименьшего сопротивления, что не есть ни хорошо, ни плохо, просто они выбирают такой путь, это их выбор. Поэтому правду, которая создала проблему, и на тот момент, когда эта правда пошла ему у вас, он принял решение остановиться и не делать выбор. Вот эта коса здесь как остановка перед горой, да. Ну, соответственно, либо он готовится, знаете, как гору можно взять, а можно не взять. И где-то, возможно, вы стали горой для него. Ну и здесь тогда о самооценке может быть речь. По той карте, видите, эта гора приблизилась к этой карте. И здесь это влияет пока что на вашу судьбу. И не очень хорошо, но хотя здесь блок очень сильный. Окей, ну тогда что он готов отрицать до последнего, да, отталкивать от себя, но оно все равно его догоняет. Вот понимаете, да, вот мы сейчас смотрим блок сомнений, да, вот он говорит нет, но все равно это навязывается, да, ему кольцо, понимаете, да, это разум. То есть с чем он борется с разумом? Что он отрицает до последнего, но оно все равно по кольцу идет. Вопрос из этого вот блока идет. Но смотрите, он все-таки отрицает до последнего информацию, которую он получил себе о вас. Или ту информацию, которую вы ему предоставили о себе. То есть он во что-то не верит. И не верит либо вам, либо вот этому посреднику. А здесь это, скорее всего, посредник. Может быть, это вы когда-то гадали ему. Или гадали о себе и ему. Понимаете, да, такое тоже бывает. Сели, погадали и сформировали вот этот пузырь, да. А теперь же этот пузырь, что-то с ним надо делать. Он поселяется в вашем подсознании, да. Пузырь, да. Условно говоря, яблоко. Как Ева, да, Адам, у нас съешь яблоко. Как-то так. Вот. И это теперь, да, он отрицает, отталкивается от этой информации, не верит в нее, но оно все равно его достигает. Ну, например, вы ему нагадали, что вы будете муж и жена, к примеру. Или гадалка ему нагадала, что вы не будете муж и жена. Понимаете? Или наоборот, что будет. То есть есть некий сформированный образ информационный. У нас материя состоит из информации. Запомните, вся материя состоит из информации. Что такое жизнь? Это способность гена обеспечивать гену себе, самому себе, среду обитания. Если что. Можете покрутить, поставить на паузу. Ну, это для мозгов гимнастика. Ну, хорошо. Давайте посмотрим дальше. Вот... Коль уж он на перекрестке, да, вот здесь находится, и он остановился. Вот посмотрим вот ваши перекрестки судьбы, да. А был ли вот момент, это карта момент, вот когда он почти решился на важный шаг? А был ли такой момент? Да,
был такой момент, но некая сила, которая сильнее его лилий, может быть, сильнее его физического тела и эго, оттолкнула его, остановила его даже. Может быть, даже и испугала. Может быть, испугала. Но я говорил, что здесь испуга нет. Но может быть, где-то он такой в глубине себя такой: ух ты, не, постою. Может быть, когда медведь заснет. Возможно, это какие-то внутренние, глубинные чувства, которые его остановили. А может быть, это его, а может быть, это сила, которая против него. Ну окей, то есть, да, такой момент был. Он уже вот-вот, почти вот решился, да? Ну хорошо, почему он тогда остановился? Он испугался. Он испугался, остановила его женщина. Кто эта женщина? Вот поставьте на паузу, подумайте, и что это за сила. То есть у меня пока что, это гадалка. Кто карты держал, тот его и остановил. Может быть, это не гадалка, это может быть дама трефовая. Тут, кстати, и десятка трефовая, и дама трефовая. Да? Медведь — это сила, это достаточно сильная женщина, может быть опасная. Дама трефовая обычно это королева жезлов, Овен. Если это Овен, это ведьма. А если это лев, это просто женщина, которая умеет себя вести. И если это стрелец, то это женщина, которая четко знает свою цель. То есть стрелец целенаправленно это делал, лев это делал играючи, а Овен это делал тупо, напролом, не думая. Да? Вот не думая, потом посмотрим на результат. Окей. Вот что сейчас мешает ему сделать решающий шаг? Во-первых, неожиданность. Он должен, знаете, как просчитать. Он не может просчитать ходы наперед. Второе — это наивность. То есть он где-то еще не готов. Да? То есть, может быть, это даже наивность не его, а неготовность. Просто неготовность. И третье — качели, в которых он находится. Это больше эмоциональные качели. Он их хорошо скрывает, кстати, здесь. Хорошо скрывает. Но он качается еще, не успокоился. Внутренние весы не в состоянии равновесия. А если, вот давайте тогда спросим, если вот было куда, вот если бы было куда идти ему, да, пойти. Нет, давайте так. Вот куда бы все это могло зайти, если бы он тогда выбрал вас, вот куда бы это все могло зайти, если бы он все-таки сделал этот шаг, да? А если бы он тогда сделал этот шаг, все бы было ок. Все бы было хорошо, якорь он бы сделал бы, на тот момент это был бы правильный выбор. И как бы вы остались бы, может быть, вместе, может быть, стали бы ближе, может быть, просто остановился какой-то период нестабильности, да, прекратился период нестабильности. И, было бы стабильнее, было бы лучше. Особенно если речь идет о мужчине, да, то есть он бы бросил бы якорь возле вас, было бы ок. То есть все бы могло прекратиться, все, что мешало бы быть вам вместе. То есть его действительно сбили с пути, даже его просто остановили. Тогда, сейчас он остановленный, но тогда бы это была бы остановка в вашу пользу. А сейчас это, он как корабль, да, вот он хочет ближе быть с вами внутри себя. Все равно. И вот если у него план на вас, вот хочет ли он поднять свой якорь, да, наполнить паруса и прийти в ваш порт, в вашу гавань, да. Вот если у него план на вас, вот даже если вы не знаете об этом плане. Нет, его планы на вас меняются сейчас. Вот прямо сейчас меняются планы. Окей. Хорошо. Давайте тогда посмотрим. А может ли он сам себе в чем-то признаться, да, вот еще глубже копнем его подноготную. И вот вижу я этого ребенка, да, это какая-то невинность, да, получается. А вот мне хочется идти по
потоку, и мне поток подсказывает. Вот невинность, а обратная сторона, да. Чувствует ли он вину перед вами за то, что испугался? За то, что не преодолел силу? Чувствует ли он вину перед вами? Да, где-то в глубине души винит себя. Крест — это испытание, он не справился, дрогнул, да. То есть, немножко смолодушничал. Все мы можем малодушничать, просто мужчины более это воспринимают ближе к сердцу, женщина это на это не так смотрит. Совсем не смотрит часто. Окей. А верит ли он, крест, верит ли он, что вы любите его по-настоящему? Видите, здесь противоположность: мужчина, женщина, корабль, змея. Чувствуете, да, как интересно? Верит ли он, что вы любите его по-настоящему? Или верит? Не просто так здесь корабль. Хорошо, верит. Где-то верит. О любви он верит, но не верит обстоятельствам. Уже лучше. Вот как он думает, вы его простили или нет? Думает ли он, что вы его простили? Я так вижу здесь, чувствую, что он надеется на то, что вы его простите. Она карта в середине. Это не о простили уже, но и не о простите. Он надеется в процессе сейчас, что вы его простите и что сад будет. Смотрите, очень классная вертикаль. В середине выбора, смотрите, как в пассиансе сложилось. Здесь солнце, собака, здесь ребенок и окружение, сад, да, отношения, общество, да. И, очень эта карта, она облегчающая такая. Вот если вы сейчас хотите вздохнуть, зевнуть, выдохнуть, это говорит о том, что терапия с вами работает на самом деле. Давайте спросим. Смотрите, сад, якорь, ребенок. Вот представляет ли он вас рядом с собой в будущем? Немножко карта осталась. Да, он даже не то, что представляет, он это видит. Для него это очевидно. И, знаете, башня — это символ мужского достоинства. Иногда, да, у него прям на это будущее поднимается его достоинство. И из этого достоинства заметен маленький беленький флажок. О чем этот маленький беленький флажок, напишите мне в комментариях. Он сдается или нет? Но на этом флажке есть какая-то эмблемка. Считает ли он, вот видите, это метла. Вот считает ли он, что и башня, видите, метла и башня. Считает ли он, что он упустил свой шанс? Он, знаете, так подозревает, что он упустил шанс, но он его хочет наверстать, наверстать упущенное, извините. Упустить наверстанное, да? Слышите, упустить, я сказал. Он хочет его наверстать. Но инициатива здесь, видите, здесь райдер, женщина, кстати. То есть эта инициатива желательно, чтобы была обоюдная. И ваш ход, и его ход. То есть где-то ему надо подвиливать, подыгрывать, да? Так вот. Окей, интересный сегодня расклад. И самое время поставить на паузу и подписаться на канал, если вы все еще это не сделали, и поддержать канал лайком и комментарием. Давайте посмотрим вот в подсознание его немножко. Вот что он рассказывает другим и как это не совпадает с тем, что у него на душе. То есть, по сути, как бы, что он врет о вас другим. Вот, как-то так, да. Смотрите, то, что он говорит о вас другим, полностью не совпадает то, что у него на душе. То есть он вам другим о вас обманывает. Говорит неправду. Какая это неправда? Порочащая вас или нет, я не буду здесь раскрывать. Она может вас задеть. Поэтому я не хочу сегодня вас задевать почему-то. Да? Вот у меня в этой карте нету желания вас задеть.
Поэтому, наверное, он как бы, ну, может быть, не дает никакой информации или говорит, все нормально, да, то есть у него на душе одно, но здесь карта очень хорошая, то есть карта женская. Если вы с точки зрения женщины, то то, что он говорит о вас другим, оно совсем не у вас. Ну, то есть это совсем мимо. Поэтому здесь я оставлю эту карту вам на догадку, да. Вы сами в глубине души знаете, как это может быть с этим человеком. А если не знаете, ну, значит, пока вам и не надо знать. Хорошо. Может, он и скрывает полностью информацию и не хочет говорить. Но у меня почему-то это больше что-то такое не очень приятное, поэтому я промолчу. У меня поток идет какой-то дискомфортный. Давайте тогда спросим. Боится ли он вдруг, вот тут страхи проскочили, да, и тут как гадалка это, да, вот магической привязки, контроля, магического контроля, да, боится ли он магического влияния, например? Ну, побаивается, ему это было бы неприятно. То есть этот человек допускает магические какие-то, то есть есть мужчины, которые, или женщины, которые к эзотерике не, да, вот, со стороны наблюдают, да, как вот хоккей смотрят или там баскетбол, да, но не играют. Так и здесь он и наблюдает, но он и верит в это. Поэтому, а если человек что-то верит, оно работает. Если он в что-то верит, где-то он что-то знает, а знание это всегда жизнь. А незнание это всегда, сами понимаете, что. Окей, да, он не боится, давайте так, но это на него влияет. Тучи. То есть оно реально на него подействует или действует, да, вот. Если в его жизни женщина, вот как раз мы вот возле двух женщин, да, и облаков находимся, и тут вот дама бубновая, да, вот одни женщины. Если в его жизни женщина, которая энергетически влияет на его решение, поехали. Тут уже как диагностика у нас сегодня. Ну, смотрите, здесь, во-первых, как минимум может быть какая-то женщина, смотрите, три птицы. Птицы. Ну, это люди. Всегда это информация. Но здесь и три женщины. Женщина и он дама. Дама бубновая и дама трифовая. Тут даже 4 женщины, условно. Гадалка, женщина и так далее. То есть вы энергетически на него влияете. Ну, допустим, вы пусть будете вы воробей, к примеру, или вы снегирь. Да? Вот. Но если в его жизни женщина, да, в его есть жизни женщины, которые влияют на него энергетически. Да, и не одна. И как минимум это энергетика слова. Слово, запомните, это заклинание на самом деле. Еще раз. Это энергетика слова, и слово это всегда заклинание, потому что словом можно вылечить человека, и словом можно его загнать еще глубже вниз. Слово как гвоздь может залететь в крышку того самого предмета. Хорошо. Вот что его душа хочет сказать вашей душе, но без слов? Эта карта называется рыбы, и вы можете посмотреть, что значит рыбы в Таро Ленорман или в системе Оракул Ленорман. Без слов. Я не комментировал. Хорошо. Ну, давайте тогда спросим, вот что сдерживает его вот кармически и как влияет это на вашу связь. Ну, что судьба влияет, как судьба влияет на вас. Кармически его ничего не сдерживает. Кармически его может сдерживать женщина, одинокая, которая ищет отношений. Все. Дама пиковая. И здесь вот вопрос. Кто вы вошли сюда? Кем вы вошли сюда? Дамой червовой, дамой трифовой, дамой пиковой, дамой бубновой или вот этим вот сигнификатором?
Вот кто вам ближе всего? Аист, змея, перекресток, букет или вот этот вот сигнификатор. Поэтому, по сути, его кармически сдерживает или останавливает отношения с дамой пиковой именно. И кто эта дама, решайте сами, расклад общий. Дама пиковая обычно это водолей, весы и близнец. Да? Обычно. Хорошо. Ну давайте тогда ближе вот к концу, да, к занавесу. Посмотрим. Если бы вот он мог все начать сначала, что бы он хотел изменить вот в истории между вами? Слышите, да? Что бы он хотел изменить в истории между вами? Да ничего бы он не хотел изменить. Он бы хотел бы даже будущее поменять, а не прошлое. Поэтому нет, в прошлом ничего, все его нормально ему. В прошлом, ну как бы понимаете, ну человек, видно, со здравым умом и понимает, что прошлое ты не изменишь. И это уже ок, это признак адекватного партнера где-то. Да? Хорошо. А вот за какой момент ему до сих пор стыдно? Или он винит себя? За какой именно момент? Он когда-то вас обманул, вот, и ему реально стыдно. Он воспользовался вами. Вот один раз он точно вами воспользовался. И да, есть у него угрызение совести. Может, там где-то показался более слабым, может быть, просил денег, может быть, сказал неправду. И вот эти звезды, тут он должен был сказать вам правду. А представляет ли он себе, например, что вы бы могли бы быть вместе снова? Есть у него такое представление? Да, представляет. То есть он не упускает такой возможности и до сих пор крутит в своей голове, что в принципе вы можете быть вместе снова. Он еще пишет книгу «Историю судьбы». Он влияет на вашу судьбу до сих пор. А вот какое чувство он бы хотел вернуть, но не может? Давайте вот это. Он хотел бы освободить и себя, и вас, и он бы хотел бы свободы. Именно свободно дышать. Чувство свободы. Вот оно. Корабль. Гроб — это проблемы всегда. Это, ну, одна из самых проблемных тупиковых карт. То есть он хотел бы вот чувство вернуть все в движение. То есть, по сути, он хотел бы чувствовать движение в этом. Но он остановился. Коса, перекресток, он же стоит, помните, он стоит на перекрестке, он до сих пор не идет. Поэтому какое чувство? Чувство жизни, чувство радости, чувство света, чувство эмоций, чувство движения, чувство дыхания, чувство свободной жизни. Да, вот такой вот радости жизни. Гроб — это же сами понимаете о чем. Почему он не отпускает вас даже тогда, когда говорит, что все кончено? Почему так? Давайте вот. Врет. Неправда есть какая-то. Крысы — это потери. Боится потерять. Страх, неприятно потерять вас. Но и врет все равно. Он врет себе, потому что не уверен в себе до конца все-таки. Есть неуверенность здесь. Хотя мужчина достаточно такой, ну, лилии на него выпадает. Он мне почему-то лилии выпал сегодня. Вот. И он борется с правдой и неправдой, с темным и светлым, с добром и злом. Может быть, где-то с магией, с каким-то влиянием. Это крадник какой-то тут идет. Поэтому... Может быть, где-то в глубине души он надеется на правду со своей душой, преодолеть крадники, если тут есть магия, да, она тут так чуть-чуть, ну это не диагностика, но мы как бы просмотрели, она здесь и оставляет свой флер, да. Амбре. Но осталось 2 карты, да, и, ну, будем приговор смотреть судьбы. Если вдруг пойдут еще вопросы, то возьму какой-то другой оракул. Хорошо.
Давайте вот спросим, вот каким он видит ваше будущее в самом натуральном, честном, светлом его видении. Он видит долгое будущее, крепкое и здоровое будущее, поэтому тут все ок пока, да? Даже вот какая бы ни была темная энергия на нем, она как дерево его не срубила, да? А вот что говорит его интуиция? Это любовь или иллюзия? Его интуиция говорит, это любовь. Король червовый. И это не иллюзия, это дом, это материя. Еще какая-то недосказанность у меня от этого расклада, и я хочу добавить. Давайте добавим еще 3 вопроса. Ну, потому что 2 карты всего, а мы по 5 смотрели, да? Вот если бы он решился, то что бы он сделал в первую очередь по отношению к вам? Он бы все-таки этот якорь извлек и бросил бы его в вашей гавани, в вашем порту. И он бы не смолодушничал, и он бы нашел в себе силы. Хорошо? Отличная карта. Появится ли он снова? И зачем? Скорее всего, да, чтобы доказать, каков он настоящий мужчина. Финальное послание, что хочет его душа вам передать. Коса. В ближайшее время он сделает свой выбор. И он поставит жирную точку во всех вопросах в ваших непростых отношениях. Хочешь — снимай или просто чувствуй. Энергия каждой карты здесь, в этом раскладе, провела тебя за собой. Если ты почувствовала, что все это о тебе, значит, расклад сработал. А если ты не чувствуешь этого, возможно, тебе нужно посмотреть свои вопросы індивідуально. Світла вам та вашому Всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та Всесвіти, які оточують вас. Допомагайте силам світла нищити сили темряви і пам'ятайте, що все буде добре. От побачите. До зустрічі. Па-па.